Всем привет, меня зовут Кичигин Эдуард, и новый урок по вот такой картинке, которую вы только что видели. Это такая смесь проектной графики и движения в сторону акварели. Первое, что я делаю, это в двухточечной перспективе делаю идею улицы такого небольшого города. Наверное, это какая-то, ну, немецкая планировка, может быть, плюс-минус, не знаю, то, что пришло в голову. И основа, геометрическая основа, она главным образом делает, если есть четкая, правильная, построенная в перспективе геометрия, то все остальное должно срастись. Но с ним уже не должно быть проблем. Я использую перо и тушь, и перо это звездочка, а тушь Винсор Ньютон. И то, какой тушью я делал этот набросок, вы можете видеть вот по баночке. Это сепия водорастворимая. И когда я приношу воду с помощью водной кисти, некоторые элементы, уже нарисованные этой тушью, они исчезают. Поэтому достаточно удобно использовать эту тушь для предварительных набросков, которые могут быть исправлены. Сейчас с помощью пера я приношу туда более интенсивные пятна туши, и на видео они выглядят более интенсивными, чем они выглядят в жизни, да. В жизни он немножко более бледный. Точно так же поступаю и с темой неба. У меня получился такой двухцветный рисунок. И яркий, и в то же время простой и сдержанный в цвете. Я думаю, что не буду, наверное, приносить третий цвет. Ну, вот здесь я попытался принести немножко желтого, и мне не очень это понравилось, потому что он какой-то лимонный, не очень хорошо гармонирует с двумя уже получившимися цветами. Я попытался его компенсировать вот этим оттенком сепии. Но получилось так себе, поэтому я не пошел дальше в эту историю. Теперь думаю про свет, про то, как он падает и проходит в расстоянии между домами. Соответственно, очень просто, очень быстро прикинул места падения цвета и продолжаю работу над рисунком. Это детали, это большие тени под крышами, это тени на углах и немножко теней в тех местах, где, мне кажется, работа света и тени будет более контрастной, более интенсивной. Вот такая штука получается. Теперь приношу черную тушь, которая не водорастворимая, тоже Винсор Ньютон, и ей делаю детализацию. Ну, вы видите, что это история с трубами. Довольно удобно получается, потому что то, что я рисую водонерастворимой тушью, воду не растворяется. И наоборот, соответственно. Поэтому пятна делаю водорастворимой, а графику делаю водонерастворимой. И в итоге получаю такой интересный акварельный эффект с достаточно жесткой графической структурой. Мне кажется, это круто. Так как я люблю проектную графику, скорее всего, то, что я делаю сейчас, это такой обслуживающий мои задачи процесс. Я стараюсь интерпретировать рисование как движение все-таки в историю проектной графики с какими-то вольностями. И вот цвет — это такая вольность, которую я себе допускаю. Ну, вы видите, я прорабатываю эту историю. Сначала я нарисовал окна, они немножко ушли, когда я принес туда воду. Теперь я их восстанавливаю, и восстанавливаю их водонерастворимой тушью. Вот она черная сбоку. И она уже останется, с ней уже ничего нельзя сделать. И это прекрасно. У меня есть жесткая, четкая основа, графичная основа, привычная мне основа. И много-много вольностей с помощью цвета, с помощью водорастворимой туши. Тут работает вода и работает перо. Работает графика и работает акварель.
И вот так примерно эта история и складывается. Можно было бы, наверное, деталить тут побольше, но я решил остановиться. Решил остановиться и не продолжать эту историю. Вот когда же я остановлюсь сейчас примерно. Да, вот посмотрите на детальки. Это бумага Сандерс Ватерфорд. И как интересно она работает. Как клево и вкусно в различных моментах. Как на ней растекается тушь виндзоровская. Мне очень нравится. Ну вот сейчас подсох этот желтый и вроде адекватный оттенок. Но в смеси с коричневым он неплохо работает. И цвета, как свет получился клево. И цвета, которые наверху, синий оттенок, я приношу и вниз. Ну, так все вместе работает хорошо. Это моя первозвездочка. Это варианты туши Винзор Ньютон. Эти два водонерастворимые. И вот такая история в итоге получилась у меня. Так оно выглядит все вместе. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Кичигин Эдуард. Всем чао-чао, пока. Попробуйте тоже.